Эта история началась не с тревоги, а с абсолютного ослепительного счастья. Это была та самая поездка, которую планируют годами, отмечая дни в календаре красным маркером. Группа туристов из Европы прилетела в Кению, чтобы прикоснуться к чему-то древнему, настоящему, к тому, что постепенно исчезает с лица нашей планеты. Они хотели увидеть дикую природу. Не через стекло зоопарка, не на экране телевизора в 4К разрешении, а вживую. Они хотели почувствовать запах раскаленной земли, услышать трубный зов слонов и увидеть закаты, которые, как говорят, меняют сознание. Среди группы была Лена. Ей недавно исполнилось 26 лет. Обычная девушка из большого города, запертая в цикле «дом, работа, дом». Она работала менеджером в логистической компании, бесконечно заполняла таблицы, отвечала на звонки и мечтала о свободе. Лена копила на эту поездку почти год. Она отказывалась от пятничных вечеринок, не покупала новую одежду, экономила на ланчах. Все ради одной цели – увидеть настоящую Африку. Не стерильный отель с бассейном и шведским столом, а пыль, бесконечную саванну и, конечно же, львов. Для нее это был не просто отпуск, а побег из серой реальности в мир ярких красок. Группа расслабилась. Африка казалась им гостеприимным парком развлечений. Их гидом был местный житель по имени Джошуа, крепкий мужчина с глубокими морщинами у глаз и вечной полуулыбкой. Он знал саванну как свои 5 пальцев. Джошуа возил туристов уже 20 лет и видел всякое. Поэтому каждое утро, прежде чем завести мотор старого, но мощного джипа, он проводил инструктаж. «Послушайте меня внимательно», — говорил он своим глубоким, спокойным голосом, оборачиваясь к салону. «То, что вы видите вокруг, это не Диснейленд. Здесь звери не актеры. Они не подписывали контракт о ненападении. Они могут выглядеть мирными, могут зевать и валяться в траве, как ваши домашние коты. Но это дикая природа. Здесь нет предупреждений. Здесь жизнь и смерть разделяет 1 секунда. Главное правило Джошуа звучало как мантра. Никогда, ни при каких обстоятельствах не покидать джип. Лена слушала его, кивала, даже подписывала какие-то бумаги. Но, как она призналась позже, слова гида пролетали мимо ее сознания. В современном мире мы привыкли к страховкам, перилам, ремням безопасности. Мы забыли, что такое настоящий первобытный риск. Ее подруга позже вспоминала. Лена была словно одержима. Она все время твердила: «Я хочу подойти ближе. Я не боюсь. У меня хорошая аура, животные это чувствуют. Я люблю их, а они не тронут того, кто пришел с любовью». Это была наивная детская вера в то, что мир справедливый и добрый. На 3-й день им пообещали настоящую встречу. Джошуа получил сигнал по рации. В отдаленном секторе парка, куда редко заезжают машины, заметили крупного самца льва. Дорога была долгой и утомительной. Солнце стояло в зените, раскаляя крышу джипа до состояния сковородки. Воздух дрожал, создавая миражи на горизонте. И вот они подъехали к небольшой роще. Там, в спасительной тени раскидистых акаций, лежал он. Лев был великолепен. Огромный, мускулистый, с гривой, похожей на золотой ковер, переливающийся на солнце. Он лежал, положив тяжелую голову на лапы, и казался воплощением спокойствия. Когда джип подъехал, он даже не шелохнулся, лишь лениво приоткрыл 1 глаз. В машине начался ажиотаж. Защелкали затворы камер, зашелестели объективы. Все пытались найти лучший ракурс. Джошуа заглушил мотор, чтобы вибрация не мешала съемке, и тихо предупредил: «Не дышим громко, не делаем резких движений. Он сыт, он отдыхает, но мы здесь гости. Уважайте его покой».
Прошло минут 15. Лев лежал неподвижно, как сфинкс. Страх у туристов окончательно улетучился, уступив место скуке и желанию сделать тот самый кадр, который взорвет социальные сети. Им казалось, что перед ними просто большая плюшевая игрушка. И тут случилось то, что запустило цепочку необратимых событий. Одна из девушек на заднем сиденье неловко потянулась за рюкзаком и случайно смахнула металлическую бутылку с водой. Бутылка с грохотом ударилась о железный пол джипа. В тишине саванны этот звук прозвучал как выстрел. Лев вздрогнул. Его уши мгновенно развернулись в сторону шума. Он медленно поднял голову. Его янтарные глаза сфокусировались на машине. Взгляд был тяжелым, сканирующим, лишенным эмоций. Все в джипе замерли. Джошуа медленно поднял руку, жестом призывая к полному спокойствию. Лев просто проверял источник звука. Он не собирался атаковать. Пока. Но именно в этот момент Лена совершила роковую ошибку. Психологи называют это состоянием аффекта или временным помрачением рассудка. Лена тихонько нажала на ручку двери. Щелчок замка прозвучал предательски громко. Джошуа обернулся. Его глаза расширились от ужаса. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, но Лена уже поставила ногу на землю. Потом она расскажет. Я словно была в тумане. Я посмотрела ему в глаза и подумала. Он не опасен. Он же лежит. Он видит, что я улыбаюсь. Я решила, что если выйду, то получится уникальное фото без рамки окна. Я хотела доказать себе и всем, что страха нет. Она вышла из машины полностью. Дверь осталась полуоткрытой. Один шаг. Второй. Она улыбалась, глядя в экран телефона. Она уже видела этот кадр. Она, саванна и лев на заднем плане. Идеальная композиция. В этот момент Джошуа закричал. Это был не просто крик, а рев полный отчаяния. «Немедленно в машину! Лена, назад!» Крик разрушил магию момента. Лев поднялся. Это произошло не лениво, как встает домашний пес. Это было движение боевой машины, мгновенная активация всех мышц. Он не рычал, не бил хвостом. Он просто встал в полный рост и посмотрел на маленькую фигурку человека, оказавшуюся на его территории без защиты металла. В его взгляде было что-то пугающее, спокойное. Это не была ярость, это был холодный расчет. Интерес хищника к добыче, которая сама пришла к нему. Лена сделала еще полшага, услышав крик гида, и замерла. Она была всего в 5 метрах от зверя. В этот момент, глядя в эти бездонные глаза, она наконец поняла. Пелена спала. Она увидела не картинку из книги, а 250 килограммов живых мышц, когтей и клыков. Ноги стали ватными. Сердце пропустило удар. Но было поздно. Лев прыгнул. Это случилось быстрее, чем кто-либо успел моргнуть. Золотая молния метнулась вперед. Без звука, без предупреждения. Люди в джипе закричали. Джошуа лихорадочно крутил ключ в замке зажигания, но руки предательски дрожали. Лена не успела ничего сделать. Удар был страшной силы, словно в нее на полном ходу врезался мотоцикл. Ее отбросило назад, в пыль. Телефон вылетел из рук. Мир перевернулся. Но, и это чудо, которое до сих пор обсуждают эксперты, лев не пустил в ход зубы.
Он повалил ее на землю, прижал всем своим весом. Лена лежала на спине, задыхаясь от тяжести и ужаса. Над ней нависла огромная морда. Она чувствовала его горячее, смрадное дыхание, пахнущее сырым мясом. Слюна капала ей на футболку. Лев зарычал. Звук шел из самой глубины его груди, и от этого рыка вибрировала земля под спиной Лены. Он положил тяжелую лапу ей на грудь. Когти были втянуты, но давления хватало, чтобы сломать ребра. И он замер. Лена плакала. Слезы текли по вискам, смешиваясь с красной пылью. Она не чувствовала боли, только ледяной ужас. В голове билась одна мысль. «Я умираю. Сейчас он меня убьет. Это конец». Она закрыла глаза, готовясь к боли. Но секунды шли. Лев не кусал. Он просто держал ее, обозначая свое полное доминирование. Гид медленно открыл свою дверь и вышел. Он встал в полный рост, поднял руки, чтобы казаться больше, и начал говорить. Он говорил на суахили, низким гортанным голосом, ритмично и спокойно. «Вывоним фальмет акшаться хаматота, ты король, оставь ребенка». Он не смотрел льву прямо в глаза. Это был бы вызов. Он смотрел чуть ниже, демонстрируя уверенность, но не агрессию. Он медленно приближался. Лев повернул голову к Джошуа. Его уши прижались. Он оскалился, показав клыки, способные раздробить кость, как спичку. Напряжение было таким плотным, что казалось осязаемым. Вся саванна замолчала. Птицы перестали петь. Ветер стих. Лев перевел взгляд с Джошуа обратно на Лену. Он фыркнул ей в лицо. Потом снова посмотрел на гида. В его глазах читалось сомнение. Этот человек не боялся. Этот человек говорил с ним на языке силы. И вдруг лев убрал лапу. Он медленно, с невероятным достоинством отступил на шаг назад, потом еще на один. Он не убежал, поджав хвост. Нет. Он развернулся и медленно пошел прочь в сторону высокого кустарника, ни разу не обернувшись. Просто ушел. Как только хищник скрылся, Джошуа бросился к Лене. Он подхватил ее, как тряпичную куклу, и забросил в салон. Прыгнул за руль, завел мотор с полоборота и вдавил педаль газа в пол. Джип рванул с места, поднимая клубы пыли. Только когда они отъехали на безопасное расстояние, шок начал отступать, уступая место истерике. В машине плакали все. Лена сидела на полу, обхватив колени руками. Ее трясло так сильно, что зубы выбивали дробь. На ее футболке, там, где стояла лапа зверя, остался огромный грязный отпечаток. Крови не было, ни царапины. Позже, в лагере, ветеринары пытались объяснить произошедшее. Возможно, это был молодой самец, изгнанный из Прайда, рассуждали они. Он был одинок и дезориентирован. Когда она вышла, он не воспринял это как охоту. Это поведение сломало его шаблон. Добыча не идет к хищнику сама. Он атаковал от неожиданности, чтобы защитить себя, но не почувствовал агрессии или запаха страха в первые секунды. Ей просто повезло. Один шанс на миллион. Лену увезли в больницу в Найроби. Диагноз – сильный шок, ушибы мягких тканей, синяки на грудной клетке. Физически она была здорова, но внутренне она изменилась навсегда. История попала в новости. Лену называли и безрассудной дурой, и счастливчиком года. Но ей было все равно на комментарии. Она вернулась домой другим человеком. Офис, карьеры, планы – все это потеряло смысл. Первые месяцы она боялась темноты. Ей снилось тяжелое дыхание и желтые глаза. Но со временем страх трансформировался в глубокое понимание. «Это был знак», — говорит она теперь. «Мне дали шанс понять, что жизнь — хрупкая штука, что мы не цари природы, а лишь ее часть.
Я была глупой и самонадеянной, и мне повезло, что этот лев просто не захотел меня убить. Лена уволилась с работы. Сейчас она волонтер в фонде защиты диких животных. Она ездит по школам и университетам, рассказывает свою историю. Она больше не пытается подойти к зверям. Она наблюдает за ними издалека, с огромным уважением. И каждую свою лекцию она заканчивает одной фразой, выстраданной в пыли кенийской саванны. Если вы чувствуете, что что-то не так, не игнорируйте это чувство. Инстинкты существуют, чтобы спасать нас. Правила безопасности написаны не чернилами, а кровью. Уважайте природу, не играйте с ней. Это уважение однажды может спасти вам жизнь. Дорогие друзья, эта история – яркое напоминание о том, как тонка грань между восторгом и трагедией. Если этот рассказ тронул вас, если он заставил ваше сердце биться чаще, поставьте лайк этому видео и обязательно подписывайтесь на наш канал.